Этот проект — логическое развитие довольно долгого времени разработки педали именно такой схемы, механической схемы с вертикальным расположением площадок и схемой противохода с моей разработки. Ну, что они из себя представляют, можно видеть на видео. На одной несущей фанерной пластине 15 мм толщиной располагаются печатные детали. Целью проекта было сделать, одной из целей проекта было сделать так, чтобы требовался минимум станочной работы, чтобы сократить необходимость работы с композитами, например, с деревом, с работой на токарном станке, фрезерном станке к минимуму. И большую часть сделать из напечатанных деталей, что мне, собственно говоря, удалось полностью на 100%, даже больше. И что я сейчас и использую, изучаю новые возможности нового устройства. Основа механики состоит в том, что педали имеют полностью цельную площадку, они не располагаются на балансире, они не вертикальные, например, как вертолетные. Но, по сути говоря, ничем не отличаются от вертолетных, например, когда есть один рычаг и здесь площадки для давления педалей. На самом деле вот такая площадка гораздо удобнее, потому что подразумевает более вариативное расположение ноги, стопы ноги и разные варианты нажатия, разные варианты отдыха ноги. В общем, все, что рассчитано на долговременное использование. Поэтому они здесь закреплены на оси. Здесь подшипники, тут подшипники. И дальше вот как они выглядят сзади. Наверное, выключу это. По сути, здесь всего несколько крупных деталей. Это сами площадки педалей и вот эти ограничители хода и одновременно держатели оси противохода. Усилие передается от верхней части рычага на коромысло, расположено вот на этом коленчатом валу. И они совершают вот такие движения. Движения эти не линейные по своей сути, они очень отличаются в разных фазах своего движения, но при этом они дают в симуляторе очень равномерное, очень предсказуемое, контролируемое движение и ощущаются тактильно сами по себе именно вот так, как надо. Вот эти опоры сами по себе, они содержат очень мало пластика, но при этом имеют вот такую пространственную структуру, самоподдерживающуюся при печати, и должны быть и ограничителем хода в одном из крайних положений, и одновременно носителем оси. Что они и выполняют? Сама вот эта пространственная структура печатается очень хорошо. Она не только хорошо печатается, но и при этом очень прочная и жесткая получается. И печатается с первой попытки практически всегда. Здесь содержится блок контроллера и блок преобразования в сигнал. Я планировал делать два варианта тестирования с прямой передачей сигнала. Вот магнит установлен, ось вращается и передает сигнал. Угол хода вот этой площадки составляет 20 градусов. За счет того, что здесь меняется передаточное число, то получается, что если здесь нога движется в пределах 20 градусов комфортных, то здесь вот этот рычаг, ну, соответственно, ось уже описывает 84 градуса. То есть соотношение таково, что
нарастает, и я могу получить в теории больше разрешения сигнала. В принципе, так оно и получилось. Если на 20 градусов я получу очень незначительное число отчетов при калибровке, то тут я получал где-то 1700 отчетов. Но при этом выяснилась неприятная особенность, что если в центральном положении надавить на обе педали, где-то здесь общая нежесткость материала, общая, ну, возможно, какие-то крутящие силы, что-то происходит, и сигнал отклоняется. Ну, в джой-тестере это выглядит как нажатие педали направо, довольно значительное, на четверть хода, как минимум. И плюс, если левая педаль в джой-тестере показывает отличный, прям управляемый такой хороший сигнал, то при нажатии на правую педаль происходит какое-то неравномерное смещение, и ну, в таком виде педалями пользоваться нельзя. Но при этом я вернулся к запланированной схеме, и здесь есть редукция. Здесь стоит две зубчатые шестеренки, которые я поначалу хотел сделать напечатанными для быстрого прототипирования, но потом выяснилось, что у меня нет нужных фрез для зуборезки, а если были бы, то модуль фрезы такой, что я не смог бы это качественно сделать, поэтому остановился на напечатанных шестеренках. Напечатанные шестеренки, как и все остальное из 5G, и превосходно они работают, когда мне удалось добиться их равномерного хода. В результате чего я получил число отчетов в пределах калибровки, это 5100 отчетов. Что, ну, не сказать, что высокий показатель, на джойстиках он был у меня гораздо выше, от 10 до 16 тысяч. Но на педалях, в принципе, это никак после определенного числа отчетов никак не ощущается. Общий вес конструкции сейчас составляет 2 килограмма 700 грамм. Пока я еще не принял решение относительно его финального облика, но провожу эксперименты в плане эргономики. Например, вот установил вот такие подпятники регулируемые. Сейчас они уже установились в каком-то одном положении, и этого достаточно, чтобы двигать ногой в разных вариантах. Либо нажатием на носок, либо смещением полностью стопы и небольшим смещением ноги. Буквально вчера или позавчера я добавил вот такое устройство, так как тут было свободное место. Это просто кнопка. Просто кнопка из комплектного механизма. Я ее использую в качестве стояночного тормоза, потому что в симуляторах, и особенно в VR, не всегда удобно из-за реальных существующих предметов, например, стола, добираться манипулятором до стояночного тормоза, а тратить ценные кнопки или клавиатурные команды мне не хочется. Это довольно простое устройство, но стопроцентное срабатывание и очень легко изготавливать. Прямо невероятно легко. Выяснил я еще, что лучше, если когда педали стоят не прямо на полу. Здесь вот небольшой зазор видно и ножки напечатанные. Я поднял всю конструкцию на где-то 30 миллиметров, и это выяснилось, что для моей посадки в компьютерном кресле это достаточно оптимально и удобно. То есть я могу проводить много часов подряд, не уставая, не появляется у меня желание поменять что-то, стать походить, потому что достаточно удобно. Когда первый раз я получил нормальную работу шестеренок, от них зависела вся работа механизма. Я буквально где-то без перерыва 6 часов пролетал в разных симуляторах, везде, где только мог. И еще интересные моменты. Это я заметил еще по джойстикам.
видно, что здесь ход педали достаточно физически большой. Вот, я двигаю. Это весь полный ход. Он достаточно заметный. Соответственно, ногой, когда двигаю, нажимаю, особенно в моменты, когда требуется активная работа педалями, например, на каком-нибудь небольшом самолете с хвостовым колесом, на взлете, на посадке, либо в каком-нибудь симуляторе вроде Ил-2, где идется воздушный бой и требуется высокая маневренность, я очень активно нажимаю педали, очень активно двигаю практически во всем диапазоне, от упора до упора. Но при этом на видео нога выглядит практически неподвижной. Это явление я заметил еще по своим джойстикам, тоже с редукцией сигнала и с коротким 20-градусным ходом. Назвал это явление микровводом. То есть вы, когда сидите за этим устройством, двигаете, управляете педалями, получаете ощущение полного движения ноги, как будто оно делается даже в большем диапазоне, чем есть на самом деле. Но в реальности, вот на видео, можно видеть, что движение практически мало заметно, если вообще заметно. Что тоже очень интересно, примечательный факт. Но при этом их можно делать очень долго, неограниченно долго практически. Пока я не решил некоторые вопросы вроде проводки, нужно ли здесь закрывать какими-то крышками, какими-то, маскировать как-то конструкцию, прятать. Мне она, например, нравится в таком виде. И самое интересное, что в таком виде ее легко достаточно чистить. И она не боится физических нагрузок, не боится пыли, грязи, воды даже. Вот эта коробка контроллера весьма прочная, герметична. Я пробовал без крепления провода защитного вставать на нее своим весом, это около 100 килограмм. И оказалось, что она даже не издает звуков, что удивило меня тоже. Потом, если обратите внимание на вот подпятник, на площадке, вот эти полосы, вот это рифление уступающее, это сделано для того, чтобы стопа могла скользить по ним, иметь меньшую площадь соприкосновения, и направление движения стимулировалось к одному. То есть удобно вот так вот скользить, но неудобно ноге сползать или куда-либо смещаться в сторону. А вот такой, например, плавник-ограничитель, он на ощупь дает очень четкое понимание того, где находится нога. Как и вот эти рифления, вот эти части подпятника, они имеют продольный рисунок. Когда я двигаю стопой вперед-назад с одновременным нажатием носка, то получается очень короткое движение, на которое воспринимается субъективно как длинное, как будто я двигаю педали с большим ходом. А вот этот закругленный угол с поперечным рифлением, он не дает пятке двигаться вперед-назад. То есть установил ногу в этом положении, она не смещается, и могу нажимать, делать очень короткие движения. И каждая нога, естественно, может становиться по-разному. Ну, пока на этом все. Это короткое обзорное видео. Наверное, еще буду по возможности дополнять и показывать, что достигнуто, какие изменения произошли.